многие женщины удаляют волосы на теле для того, чтобы выглядеть более красиво и ухоженно. Они пробуют разные способы, выбирают для себя самый комфортный и недорогой. А вы знали, что лазерная эпиляция – это самый финансово выгодный, эффективный и безопасный способ удаления волос? Какие есть плюсы и минусы разных способов удаления волос? Бритье. При бритье повреждается поверхностный слой кожи, а если вы случайно порежетесь, то на этом месте образуется рубчик. Также, если образуется ранка, возможно присоединение вторичной инфекции. После бритья эффект длится примерно 8 часов. То есть бриться нужно 1-2 раза в сутки. Если вы используете одноразовое лезвие, то вы его должны каждый раз менять. Если многоразовое, то одного станка хватает примерно на неделю. Таким образом, денежных затрат при бритье у вас будет примерно 1500 рублей в месяц. Воск-шугаринг. Эта процедура проводится примерно 1 раз в 3-4 недели. При резком выдергивании волоса нарушается его ориентация в пространстве. То есть впоследствии волосок будет расти не ровно в устье волосяного фолликула, а немножко под углом и, следовательно, прорастать подкожно. И в этом случае мы говорим о вросших волосках. Также после воска и шугаринга возникают воспалительные элементы, такие как фолликулиты, фурункулы и даже карбункулы. По стоимости воск и шугаринг – это примерно 4-5 тысяч рублей за одну процедуру, и за 2 года вы потратите около 100 тысяч рублей. Процедура электроэпиляции – это очень эффективная и хорошая процедура, но эта процедура очень длительная, так как специалист вводит электрод в каждый волосяной фолликул. И поэтому стоимость данной процедуры рассчитывается за минуту. Например, 1 минута стоит 20 рублей. Час электроэпиляции – это примерно 3000 рублей. Чтобы сделать 2 голени, вам понадобится от 2 до 4 часов. Лазерная эпиляция. Разберем на примере александритового лазера. Это эффективно, безопасно и практически безболезненно. Вам понадобится 6-8 процедур с интервалом 1,5-2 месяца. По стоимости все тело на александритовом лазере сделать – это около 20 тысяч рублей. Весь курс вам обойдется примерно в 160 тысяч рублей. Какой же лазер лучше, александритовый или диодный? При работе александритовым лазером энергия луча поглощается пигментом меланином. Этот лазер имеет высокую пиковую мощность и способен выдавать короткий импульс с высокой энергией. Это позволяет нам разогревать фолликулы даже со светлыми волосами. Единственным недостатком александритового лазера является то, что при работе на загорелой коже можно получить ожоги, так как в загорелой коже меланин находится не только в волосяном фолликуле, но и в самой коже. У диодного лазера поглощение энергии луча происходит на 30% меньше. Его пиковая мощность в разы меньше. И поэтому процедур вам понадобится на курсе сделать нужно будет гораздо больше. Но при этом на диодном лазере вы можете работать эффективно с темными волосами, и он более безопасен для смуглой кожи. Какой принцип действия у александритового лазера? При воздействии александритовым лазером луч попадает на волос, и энергия луча поглощается пигментом, меланином. Дальше энергия по волосу, как по проводу, проникает в волосяной фолликул. Под действием этой энергии происходит склеивание сосуда, который питает волосяной фолликул, и он перестает получать питательные вещества. Происходит дезориентация стволовых клеток в этом фолликуле, и от процедуры к процедуру эти нарушения происходят все больше и больше. И в конце концов волосяной фолликул разрушается, и волос больше в нем не растет. Это возможно только при одном условии, если процедура проводится в стадию активного роста волоса. Почему процедуры лазерной эпиляции лучше делать в клинике, а не в салоне? Потому что это залог вашей безопасности. В клинике используется высокотехнологичное оборудование, которое имеет регистрационное удостоверение, а процедуру выполняет врач с высшим медицинским образованием. Вызывает ли эпиляция рак кожи? Метод удаления волос при помощи лазерной эпиляции практикуется уже более 20 лет. За этот длительный период нет доказанных рисков.
так как сам физический метод не связан ни с ионизирующим, ни с ультрафиолетовым облучением. Но я все равно рекомендую перед лазерной эпиляцией закрасить карандашом белым все родинки, так как родинка является скоплением меланина. И при воздействии лазерного луча в этом случае, если мы не закрасим, будет большее повреждение этой области. Но это ни в коем случае никак не связано с раковыми состояниями кожи. Нужно ли проводить обезболивание перед процедурой лазерной эпиляции? Все зависит от уровня вашей чувствительности, а также от цвета вашей кожи и цвета ваших волос. Если у вас темная кожа и темные волосы, то процедура для вас будет протекать менее комфортно. И тогда я вам рекомендую за 30 минут до процедуры на сухую очищенную кожу нанести крем Акриол Про. Он продается в аптеке. Далее на крем покрыть пищевой пленкой и приезжать в клинику. Далее процедура уже протекать будет не так болезненно. Если же вы выбираете для себя эпиляцию на александритовом лазере Мавео, то обезболивать ничего не надо, так как процедура проходит очень мягко и комфортно. Можно ли делать лазерную эпиляцию, если планируется беременность? Если вы находитесь на этапе планирования беременности, лазерную эпиляцию проводить можно, так как луч от лазера работает только на уровне волосяного фолликула. Он ничего вокруг не облучает и никуда не проникает. Никакого воздействия на органы репродуктивной системы женщины не происходит, и гормональный фон ее не меняется. Можно ли делать процедуру лазерной эпиляции в период беременности и грудного вскармливания? Беременность и период лактации являются относительным противопоказанием для лазерной эпиляции, так как сам луч абсолютно безвреден как для матери, так и для ребенка. Но процедура сама по себе болезненная. И испытывая эти неприятные ощущения, у беременной может выделяться гормоны стресса. Поэтому я рекомендую процедуру лазерной эпиляции отложить на потом и пройти курс после родоразрешения. Можно ли процедуру лазерной эпиляции проводить при варикозе? Лазерная эпиляция – это физиотерапевтическая процедура, и во время нее происходит нагрев поверхностных слоев кожи. Поэтому, если у пациентки диагностирована варикозная болезнь с поверхностными крупными узлами, то, конечно же, эти места необходимо обходить. Если же какие-то изменения сосудов есть, но они находятся глубоко, а на поверхности мы видим какие-то мелкие сеточки, то процедуру выполнять можно. Но безопасна она будет только в условиях того, что процедура будет проходить в клинике и выполнять ее будет врач. И это я говорю про эпиляцию на александритовом лазере, где точкой мишенью является пигмент меланин. Но есть лазерные аппараты, у которых хромофором является не только меланин, но и гемоглобин. Процедуры на этих аппаратах уже имеют более существенное воздействие на кожу с варикозной болезнью. Можно ли проводить процедуру лазерной эпиляции при месячных? Во время месячных кожа женщины более чувствительна и организм более ослабленных. В этом случае лучше отложить процедуру лазерной эпиляции. Если же вы себя чувствуете хорошо, то противопоказаний к процедуре нет. Можно ли делать процедуру лазерной эпиляции, если есть татуировки? Татуировка нанесена на кожу при помощи пигмента меланина. Поэтому, если мы будем воздействовать лазерным лучом на татуировку, то, конечно же, в области ее нанесения энергия луча будет поглощаться очень интенсивно и агрессивно. Мы получим ожог, воспалительную реакцию и потом отторжение поверхностного слоя кожи. Поэтому перед процедурой лазерной эпиляции татуировку закрашивают белым карандашом или заклеивают, или же врач отходит ее стороной. Можно ли при помощи лазерной эпиляции удалить волосы навсегда? Дело в том, что когда мы находимся в утробе матери, у нас закладывается 3 миллиона волосяных фолликулов, а в течение жизни мы видим всего лишь 300 тысяч. То есть, как вы понимаете, все остальные фолликулы находятся в стадии сна или отдыха. Поэтому после того, как вы прошли курс процедур, 6, 8, 10 процедур, в зависимости от различных факторов, ваши волоски, с которыми отработали эффективно, они уйдут. Но далее, например, при воздействии каких-то агрессивных факторов внешней среды, каких-то заболеваний, снижения иммунитета, стресса, приема каких-то медикаментов,
другие волосяные фолликулы могут проснуться. И поэтому после завершения курса лазерной эпиляции вы можете отмечать появление 1, 2, 3 волосков на поверхности вашего тела. Можно ли загорать после лазерной эпиляции? В нашей коже содержится пигмент меланин. Именно он является мишенью для лазерного луча. После проведения процедуры он становится гиперчувствительным к свету и тем более к солнечному излучению. Поэтому в течение 14 дней после лазерной эпиляции нужно прятаться от солнышка или использовать солнцезащитные средства с высокой степенью защиты. Если же вы будете пренебрегать этим правилом, в зоне воздействия лазерного луча у вас может появиться гипо- или гиперпигментация. Можно ли делать лазерную эпиляцию, если на коже есть родинки? Во время лазерной эпиляции происходит активное воздействие на кожу, и энергия луча поглощается пигментом, меланином. А родинки являются скоплением этого пигмента. Поэтому, если их не защищать, то в этом месте мы получим ожог. Поэтому перед самой процедурой врач закрашивает специальным белым карандашом все родинки или заклеивает их, тем самым обеспечивая их защиту. Как перестать стесняться, если вы хотите пройти процедуру лазерной эпиляции в интимной области? Я бы порекомендовала вам перед тем, как записываться на полноценную процедуру, записаться на консультацию к этому врачу. Прийти, пообщаться с врачом, узнать про его профессиональные навыки, почувствовать, комфортно ли вам с этим человеком. И после этого уже записаться на полноценную процедуру. Что выбрать, электроэпиляцию или лазерную эпиляцию на александритовом лазере? Обе методики проводятся курсом 6-8 процедур с интервалом 1,5 месяца. Во время проведения электроэпиляции электрод заводится в каждый волосяной фолликул. Поэтому длительность процедуры, например, областей двух голеней, занимает примерно 4 часа. При работе на александритовом лазере луч работает сразу с несколькими волосяными фолликулами, и поэтому время процедуры занимает 45 минут. Стоимость лазерной эпиляции фиксирована за зону. Например, в нашей клинике область голени стоит 3600 рублей. На электроэпиляции стоимость фиксируется поминутно. Минута стоит от 20 до 45 рублей. Поэтому область голени будет стоить примерно около 5000 рублей. Но я все равно рекомендую лазерную эпиляцию всегда и всем, а электроэпиляцию только в том случае, если у пациента есть седые или прозрачные белые волосы, лишенные пигмента. Потому что для электрода цвет волос не важен. Подходит ли лазерная эпиляция для мужчин? Лазерная эпиляция на александритовом лазере подходит как для женщин, так и для мужчин. Но с мужчинами работать сложнее по 3 причинам. Во-первых, в мужском организме вырабатывается мужской половой гормон тестостерон, который отвечает за развитие вторичных половых признаков, одним из которых является оволосенение. Второе. У мужчин волосяные фолликулы располагаются глубже, и их значительно больше, поэтому понадобится большее количество процедур, и процедуры должны проходить более интенсивно. И третье. Наши мужчины менее терпимы к неприятным ощущениям, и поэтому процедуры для них протекают менее комфортно. Сколько времени проводится процедура на александритовом лазере? Время процедур зависит от той зоны, которую обрабатывает врач. Это может быть от 10 минут до 1,5 часов. Например, такие небольшие зоны, как верхняя губа, подбородок, щеки, подмышки, фаланги пальцев. Для них достаточно 10-15 минут. А вот, например, если мы выполняем процедуру ноги целиком, то это примерно 1,5 часа. Можно ли занести инфекцию во время процедуры лазерной эпиляции в зоне бикини? Нет, это невозможно. Дело в том, что во время лазерной эпиляции мы работаем на поверхности кожи. Мы не соприкасаемся с биологическими жидкостями человека. Кроме того, луч обладает бактерицидным действием. И перед самой процедурой кожа обрабатывается раствором хлоргексидина, а манипула, которой выполняется процедура, сильным дезинфицирующим раствором. Вырастают ли волосы после лазерной эпиляции? После лазерной эпиляции волосы не вырастают никогда, так как мы не производим резкое физическое воздействие и направление волосы не меняем.
Наоборот, если вы приходите на процедуру уже с вросшими волосками, при помощи лазерного луча мы делаем так, что избавляем вас от них в течение ближайших 4-5 месяцев. Вредна ли лазерная эпиляция? Нет, лазерная эпиляция не вредна, если соблюдается одно условие. Мы работаем на качественном оборудовании и процедуру выполняет врач. Луч попадает на волос, и энергию луча поглощает пигмент меланин. Он является хромофором. При помощи него энергия попадает в мишень, то есть в волосяной фолликул. Длина волны у александритового лазера 755 нанометров. То есть мы проникаем ровно до уровня нахождения волосяного фолликула. Глубже луч не идет. Будут ли ожоги после прохождения процедуры лазерной эпиляции на александритовом лазере? Процедура лазерной эпиляции – это очень серьезная манипуляция. Но если вы будете соблюдать 5 правил, то ожогов не будет. Первое. Не загорайте 14 дней до проведения процедуры лазерной эпиляции. После лазерной эпиляции также не рекомендуется загорать 14 дней. Перед самой процедурой примите душ и смойте все косметические средства, которые ранее были нанесены на кожу. После процедуры лазерной эпиляции на обработанную зону наносите только аптечные крема, которые обладают успокаивающим действием. Если у вас смуглая кожа, отдавайте предпочтение александритовому лазеру Mabeo. Также, чтобы не было осложнений и ожогов, выполняйте процедуру лазерной эпиляции в клинике. И процедуру должен выполнять врач, который прошел специальное обучение по лазерной эпиляции. Что делать, если после процедуры лазерной эпиляции на коже появились ожоги? Давайте разберемся сначала, как они выглядят. Если у вас была процедура лазерной эпиляции и после нее в зоне воздействия у вас появились отекшие красные пятна, которые беспокоят вас зудом и даже болезненностью, это и есть ожоги. Если вы столкнулись с такой ситуацией, то первое, что я бы рекомендовала, это обратиться в клинику, где вам проводили процедуры, чтобы врач провел осмотр и назначил необходимое лечение. Если же у вас нет возможности связаться с этим врачом, то я бы рекомендовала первые 2-3 дня после процедуры использовать наружные гормональные средства. Они потушат воспаление и уберут неприятные ощущения с кожи. А после этого использовать уже регенерирующие, восстанавливающие крема, например, такие как Бепантен, Сикальфат или Цикопласт. В течение нескольких дней красные пятнышки покроются корочками. Корочки отпадут, и на месте них будут гипопигментные пятнышки. Это ничего страшного. Еще спустя несколько недель вы можете сходить позагорать, чтобы тон кожи выровнялся. Есть ли противопоказания для лазерной эпиляции? Да, конечно, противопоказания есть. Это различные аутоиммунные заболевания и онкологические. Это хронические заболевания в стадии обострения, острые вирусные заболевания. Это нарушение целостности кожных покровов, аллергические заболевания, лактация и беременность. Будут ли расти волосы после лазерной эпиляции? Конечно же, после 1, 2, 3 процедур ваши волосы будут продолжать расти. Их будет значительно меньше, они станут тоньше и светлее. И, конечно же, они уже будут ослабленные. Но для полного исчезновения волос вам потребуется пройти курс не менее чем 8 процедур. Почему после 8 процедур лазерной эпиляции волосы продолжают расти? Конечно же, все зависит от того, на каком аппарате вам делали процедуру. Если мы говорим о золотом стандарте лазерной эпиляции, то есть о александритовом лазере, то через 8-9 процедур вы должны избавиться примерно от 70% волос. Если это так, то мы говорим об эффективной лазерной эпиляции. Если же нет, то тут может быть несколько вариантов. Во-первых, вам делали на некачественном оборудовании или с вами работал некомпетентный специалист. Возможно, неправильно были соблюдены параметры процедуры, а возможно, у вас дисбаланс гормонального фона или очень смуглая кожа, а возможно, что очень светлый волос. После того, как вы пройдете 8 процедур лазерной эпиляции, вам необходимо будет продолжать курс, но это уже будет одна процедура в 4-5 месяцев, чтобы добить последние 30% оставшихся волос. Что нужно делать, чтобы лазерная эпиляция была эффективной и безопасной?
Во-первых, перед посещением процедуры лазерной эпиляции я бы порекомендовала вам пройти диспансеризацию, то есть посмотреть, в каком состоянии находится ваш гормональный фон. Если вы абсолютно здоровы, приходите на процедуру. Нужно сделать 6-8 процедур, то есть пройти курс, а не бросать его на середине. И эти процедуры нужно проходить с интервалом 1,5 месяца. Перед процедурой вы должны загорать не позже, чем за 2 недели. И после процедуры вы можете загорать только через 2 недели после лазерной эпиляции. Перед приходом на процедуру вы должны не брить волосы примерно 3-4 дня, чтобы во время посещения врача длина волоска была 1, 2 и максимум 3 мм. После процедуры нельзя посещать баню, сауну и принимать горячие ванны и горячий душ. Также после процедуры рекомендовано использовать солнцезащитные средства.